Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки-торбы с узором косички. По размеру сумочка получается высотой 28 сантиметров и шириной тоже 28 сантиметров. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на мой Instagram, TikTok и Telegram канал. В описании под видео я оставлю ссылку на мой магазин на Wildberries, где можно приобрести фурнитуру для сумочек. Для вязания я использовала полипропиленовый шнур толщиной 2 мм. Мне понадобилось 4 мотка. В каждом мотке 140 метров на 100 грамм. Крючок для вязания толщиной 3 мм. Из фурнитуры мне понадобился ограничитель для шнурка. Я использовала обычный пластиковый и наконечники для шнурка. Также для ремешка 2 карабина с отверстием 20 мм и 2 полукольца с отверстиями 20 мм. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик нити и набираем цепочку 21 воздушная петля. Вяжем первый ряд донышка, пропускаем 3 петли, в четвертую петлю вяжем столбик с накидом. Теперь вводим крючок опять в это же отверстие и вяжем второй столбик с накидом. Таким образом мы сделали прибавку, и у нас здесь получается 3 петли вместе с начальной цепочкой. Далее продолжаем вязать уже без прибавок, вяжем 16 столбиков с накидом. При этом вводим крючок за одну полупетельку. Провязали 16 столбиков с накидом. И у нас осталась в конце одна петля, в нее мы вяжем прибавку 6 столбиков с накидом в одно основание. Итак, мы закончили, связали 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. Далее продолжаем. Вяжем без прибавок 16 столбиков с накидом. Закончили, связали 16 петель, и теперь в первую петельку провязываем 3 столбика с накидом. Итого у нас получается с этой стороны 3 петли и с другой стороны 3 петли.
И в общем тоже 6 петель, как и с противоположной стороны. Закрываем этот ряд, отсчитываем третью петлю в цепочке воздушных петель, делаем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли. По окружности должно получиться 44 петли. Далее вяжем второй ряд донышком, вводим крючок опять в эту же петлю, в которую мы делали соединение, и вяжем столбик с накидом. И таким образом у нас получается здесь прибавка 2 петли. Затем в следующую петлю также делаем прибавку, вяжем 2 столбика с накидом в одно основание. И затем в третью петлю тоже делаем прибавку, вяжем 2 столбика с накидом в одно основание. Итого мы сделали 3 прибавки, 6 петель. Теперь я отмечаю маркером тот участок, до которого мы вяжем без прибавок. Давайте посмотрим. Это у нас первая петля из 6 петель в одном основании. И здесь мы вяжем 16 столбиков с накидом до следующих прибавок. Теперь здесь у нас было 6 петель. В каждую из 6 петель мы делаем прибавку 2 столбика с накидом в одно основание. Закончили. Итого сделали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее продолжаем. Вяжем без прибавок. Давайте отметим ту петлю, где у нас будут следующие прибавки. Это первая из 6 петель на противоположной стороне. И здесь мы провязываем с вами 16 столбиков с накидом. И у нас остается еще 3 петли до конца ряда. В каждую из них мы вяжем по 2 столбика с накидом в одно основание. Итого у нас 3 прибавки с одной стороны, 3 прибавки с другой стороны. Итого 6 прибавок, 12 петель. Закрываем второй ряд, вводим крючок в третью петлю из цепочки, делаем соединительный стежок и 3 воздушные петли. Итого по окружности второго ряда должно быть 56 петель. Далее мы вяжем третий ряд. Опять вводим крючок в это же основание, в которое мы соединяли, вяжем столбик с накидом. Так у нас получается первая прибавка. В следующую петлю мы вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю опять 2 столбика с накидом в одно основание. В следующую петлю 1 столбик с накидом. И делаем третью прибавку, 2 столбика с накидом в одно основание. Итого у нас опять 3 прибавки, но в этот раз мы их чередуем через одну одинарную петлю. Далее мы отмечаем маркером место следующей прибавки. Это у нас первая двойная петля с противоположной стороны. И провязываем 17 столбиков с накидом. Мы закончили, связали 17 столбиков с накидом. Далее мы переходим к прибавкам на другой стороне. Здесь мы делаем 6 прибавок и чередуем их через одну одинарную петлю.
Итак, мы закончили этот участок, сделали 6 прибавок. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем. Далее мы вяжем без прибавок. Отмечаем первую двойную в предыдущем ряду. И далее мы вяжем 17 столбиков с накидом. В конце нам нужно сделать еще 3 прибавки, и мы тоже чередуем их через одну одинарную петлю. В конце у нас одна одинарная петля. Закрываем этот ряд. Делаем соединительный стежок, 3 воздушные петли. Итого по окружности третьего ряда 68 петель. И далее мы вяжем последний ряд донышка, 4-й ряд. В первую петлю опять вяжем прибавку, 1 столбик с накидом и плюс наша цепочка, итого получается 2 петли. Далее мы вяжем 2 одинарные петли. Далее опять прибавка, 2 столбика с накидом в одно основание. Далее 2 столбика с накидом по одному. И третья прибавка, 2 столбика с накидом в одно основание. Итого получается 3 прибавки, которые чередуются через 2 одинарные петли. Далее отмечаем первую петлю с прибавками из предыдущего ряда и смотрим. Далее мы вяжем одинарными петлями 18 столбиков с накидом. Переходим на другую сторону. Здесь нам нужно с вами сделать 6 прибавок. Я отмечаю последнюю прибавку, шестую. И мы вяжем 2 столбика с накидом в одно основание. И затем 2 одинарные петли. Итак, мы вяжем с вами 6 прибавок, чередуем их через 2 одинарные петли. Мы закончили, сделали 6 прибавок. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И все прибавки чередуются через 2 одинарные петли. Далее продолжаем. Вяжем без прибавок 18 петель. И нам осталось сделать еще 3 прибавки. Мы точно так же, как и предыдущие прибавки, чередуем их через 2 одинарные петли.
И в конце ряда у нас 2 одинарные петли. Закончили 4 ряд, делаем соединительный столбик, 3 воздушные петли. Итого по окружности у нас 80 петель. Давайте измерим наше донышко. У меня получился размер 18 на 10 сантиметров. Далее мы вяжем с вами уже без прибавок в каждом ряду по 80 петель. Мы вводим крючок в следующую петельку и вяжем столбик с накидом. Далее опять вводим крючок в следующую петельку и вяжем столбик с накидом. И так продолжаем вязать до конца ряда без прибавок. Всего 79 столбиков с накидом. И плюс начальная цепочка из 3 петель, которая у нас идет вместо одного столбика. Итого по окружности у нас 80 петель. Мы закончили, связали первый ряд стенки сумки. И у нас уже формируется сумочка. Далее мы с вами закрываем этот ряд. Делаем соединительную петлю, 3 воздушные петли. И далее мы уже вяжем поворотными рядами в противоположном направлении. Вводим крючок в следующую петельку и вяжем столбик с накидом. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 79 петель. Закрываем этот ряд. Начиная с 3-го ряда мы с вами вяжем уже узор косички. Вначале я провязываю 3 столбика с накидом. И далее вяжем узор косички. Набираем цепочку 6 воздушных петель. И теперь давайте посмотрим, если мы возьмем следующие 3 петли, 1, 2, 3, то мы смотрим, что под второй петлей у нас идет столбик из предыдущего ряда. Прямо за тело этого столбика мы вводим крючок. И также смотрим от начала ряда. Мы пропускаем 4 петли, и это у нас 5-й столбик. Вводим крючок за этот столбик, делаем соединительную петлю, затем одну воздушную петлю. И у нас образовывается вот такая арка. В эту арку мы вяжем 1 столбик без накида и затем 6 полустолбиков с накидом. И это у нас половинка нашей косички. Далее мы смотрим на следующие петли в этом ряду и провязываем в них 3 столбика с накидом. Далее вяжем вторую половинку узора, набираем цепочку 6 воздушных петель. Затем вводим крючок опять за тот же столбик, в который мы соединяли первую половину косички. Делаем соединительный столбик, воздушную петлю. И в образовавшуюся арку вяжем 1 столбик без накида и 6 полустолбиков с накидом.
Далее у нас идет пространство между косичками. Сюда мы вяжем 5 столбиков с накидом. Вот так у нас выглядит первая косичка. Продолжаем, вяжем вторую косичку. Набираем опять цепочку 6 воздушных петель. Затем давайте посмотрим от предыдущего места соединения. Мы отступаем 7 петель, вводим крючок за туловище 8 петли, делаем соединительный столбик, воздушную петлю и в образовавшуюся арку вяжем 1 столбик без накида и 6 полустолбиков с накидом. Далее продолжаем, вяжем 3 столбика с накидом. И вяжем вторую половинку косички, набираем цепочку 6 воздушных петель, затем вводим крючок опять внизу за тот же самый столбик, соединительная петля, воздушная петля, столбик без накида и 6 полустолбиков с накидом. Затем вяжем 5 столбиков с накидом. Итак, у нас получилось теперь 2 косички. И мы продолжаем, вяжем наш узор далее. Давайте свяжем еще одну косичку вместе и далее уже будем вязать самостоятельно. И далее мы продолжаем вязать по кругу. У нас должно получиться 10 узоров косички. Раппорт узора состоит из 8 петель. 80 петель, 10 раппортов узора. Мы закончили, связали первый ряд узора. У нас получилось 10 раппортов. И здесь обратите внимание, в конце, после последней косички, до конца ряда у нас остается еще одна петля. Мы провязываем столбик с накидом и делаем закрытие ряда. Вяжем соединительную петлю, 3 воздушные петли. Итак, обратите внимание, что здесь у нас между последней и первой косичками тоже 5 столбиков. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого 10 раппортов узора, 80 петель.
Вяжем следующий ряд. Здесь мы вяжем только столбиками с накидом и вяжем в противоположном направлении. Вообще надо нам запомнить, что каждый ряд мы вяжем поворотными рядами в противоположном направлении. Итак, мы провязали первую петельку столбиком с накидом. Далее у нас идет пространство между косичками. И здесь у нас 3 петли. Мы вяжем 3 столбика с накидом. Далее у нас идет опять пространство между косичками. Здесь у нас было 5 петель, поэтому здесь мы провязываем 5 столбиков с накидом. И далее смотрим, здесь было 3 петли, провязываем 3 столбика с накидом. Так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. Всего 79 столбиков с накидом. И вместе с первой начальной цепочкой получается 80 петель. Закрываем этот ряд. И вяжем следующий ряд опять в противоположном направлении. Здесь мы опять вяжем узор. В начале ряда провязываем 3 столбика с накидом. Далее цепочка 6 воздушных петель. Находим двумя рядами ниже средний столбик, вводим крючок за тело этого столбика, провязываем соединительная петля, воздушная петля, 1 столбик без накида и 6 полустолбиков с накидом. Далее 3 столбика с накидом. Повторяем 6 воздушных петель. Внизу вводим крючок опять в этот же нижний столбик, соединительная петля, воздушная петля, в арку 1 столбик без накида, 6 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. И продолжаем, вяжем следующий мотив. 6 воздушных петель. Двумя рядами ниже находим средний столбик, в него вяжем соединительную петлю, воздушную петлю. В образовавшуюся арку 1 столбик без накида, 6 полустолбиков с накидом. Три столбика с накидом. Повторяем узор 6 воздушных петель. Находим петлю внизу, вводим крючок, вяжем соединительный столбик, воздушная петля. В арку вяжем 1 столбик без накида, 6 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 5 столбиков с накидом.
И таким образом мы с вами продолжаем вязать до конца ряда все 10 мотивов. Мы закончили, связали второй ряд узора косички. В конце у нас остается один столбик с накидом, провязываем его, закрываем ряд. Вяжем следующий ряд просто столбиками без накида, поворачиваем сумочку, вяжем в обратном направлении и провязываем просто столбиками без накида в верхушке петель, всего 79 петель. И так продолжаем вязать до конца ряда. Закрываем этот ряд. Одна соединительная петля, 3 воздушные петли. И в следующем ряду опять вяжем узор косички, переворачиваем сумочку, вяжем в обратном направлении. Давайте вместе свяжем один мотив и далее продолжим самостоятельно. Вначале 3 столбика с накидом. Далее 6 воздушных петель. Двумя рядами ниже находим среднюю петельку. В нее вяжем соединительный столбик, воздушная петля. В арку вяжем 1 столбик без накида, 6 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 3 столбика с накидом. Повторяем 6 воздушных петель. Внизу соединяем в эту же петлю соединительный столбик, воздушная петля. В арку вяжем 1 столбик без накида, 6 полустолбиков с накидом. И далее между узорами у нас идет 5 столбиков с накидом. Итак, мы с вами связали третью косичку. Далее мы продолжаем вязать следующие мотивы самостоятельно и провязываем до конца ряда. И далее мы продолжаем вяжем самостоятельно. В высоту всего нам нужно связать 11 раппортов узора. Мы закончили, связали 11 раппортов узора. Давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Далее мы продолжаем вязать уже по кругу без поворотных рядов. Вводим крючок в следующую петельку, вяжем столбик без накида. И так далее продолжаем вязать столбиками без накида 79 петель, а всего у нас в этом ряду 80 петель. И так мы с вами продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Здесь я хотела вам показать, как я соединяю кончики нити из разных мотков. Полиэфирный или полипропиленовый шнур можно соединить, если подпалить два кончика нити, и кончики нити слегка расплавляются, их можно соединить вместе, и они будут крепко держаться. Если вы используете, например, хлопковый шнур, то вы тогда можете из кончика нити распустить немного нитку, заправить ее в иглу и пришить два кончика нити друг к другу. Мы закончили этот ряд, связали 80 петель, закрываем этот ряд, делаем соединительную петлю, 3 воздушные петли. И далее мы продолжаем вязать опять по кругу, без поворота. Вяжем еще 3 ряда. Точно так же по 80 петель в каждом ряду. И мы закончили, связали еще 3 ряда, а всего у нас получается здесь 4 ряда столбиками с накидом. И далее нам нужно связать последний ряд. Вот здесь я сделала соединительную петлю, далее делаю воздушную петлю, ввожу крючок в следующую петельку, делаю соединительный столбик, воздушная петля, в следующую соединительный столбик, воздушная петля. И так продолжаю вязать полностью до конца ряда по кругу. И у нас получается красивая окантовка верха сумки. И так мы с вами продолжаем по кругу до конца ряда. И мы закончили с вами последний ряд. В конце ниточку отрезаем и закрываем последнюю петлю. Давайте измерим нашу сумочку. Если измерять вместе с донышком, высота у меня получается 31 сантиметр. И ширина 28 сантиметров. При этом давайте измерим отдельно высоту узора. У меня получается 23 сантиметра. Далее набираем цепочку воздушных петель. Это у нас будет утяжка для сумки. Примерно 85 сантиметров нам нужно набрать. Цепочку я делаю плотную.
чтобы все петельки были одинаковые по размеру. Отрезаем кончик нити, вытягиваем нитку из последней петли и затем устанавливаем эту утяжку на сумочку. Вы можете выбрать в качестве передней части сумки любую сторону. Смотрим на косичку, которая находится у нас ровно в середине. И теперь вот таким образом вводим крючок через образовавшееся отверстие наверху сумки. И потом через эти отверстия мы вытягиваем нашу утяжку. Проверяем нашу утяжку. Если потянуть за кончики нитей, то верх сумки вот так закрывается. И теперь мы устанавливаем фурнитуру. У меня это пластиковый ограничитель для шнурка. Ввожу в него оба кончика шнурка и устанавливаю посередине. Вот так. Теперь на кончике нити мы устанавливаем наконечники. И затем завязываем кончик шнурка узелком, лишнюю ниточку отрезаем. И также кончик нити можно слегка подпалить. И теперь у нас наконечник будет плотно держаться на узелке. Точно так же устанавливаем второй наконечник. Далее мы с вами вяжем ремешок для сумки, оставляем длинный кончик нити примерно 30 сантиметров, набираем цепочку 6 воздушных петель. Первую петельку пропускаем, начиная со второй петли, вяжем столбиками без накида 5 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Поворачиваем, вводим крючок за дальнюю полупетельку и вяжем в этом ряду тоже 5 столбиков без накида. И начиная с этого ряда все ряды вяжем одинаково, вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем 5 столбиков без накида.
Итак, мы с вами продолжаем. Далее все ряды вяжем одинаково по 5 петель в каждом ряду. И далее продолжаем вязать самостоятельно на необходимую нам длину. У меня это примерно 82 сантиметра, 210 рядов. Я закончила, связала ремешок. И в конце кончик нити отрезаем и пришиваем к ремешку карабины. Теперь нам нужно связать боковые шлевки. Для этого я беру полуколечком и сразу через полукольцо делаю сначала воздушную петельку, и затем провязываю 5 столбиков без накида. При этом кончик нити у меня проходит внутри петель, и затем остаток нитки я просто отрезаю. В следующем ряду вяжем за полупетельки 5 столбиков без накида. И со следующего ряда, точно так же, как мы с вами вязали ремешок, вводим крючок за полупетли из двух предыдущих рядов и вяжем столбиками без накида. Так продолжаем вязать в высоту так, чтобы у нас по одной стороне можно было посчитать 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь кончик нити отрезаем и прячем ниточку.
Также вяжем вторую такую же боковую шлёвку. И теперь мы пока откладываем все это в сторону. 2 полуколечка и готовый ремешок. Кстати, длина ремешка получилась примерно 92 сантиметра, но в процессе ношения он еще немножко растянется. Далее мы с вами шьем подкладку для сумки. Ширина сумочки 28 сантиметров и высота до утяжки 28 сантиметров. Вырезаем из ткани прямоугольник. Это будет наша подкладка. Так складываем его напополам. Ширина у подкладки 28 сантиметров плюс 2 сантиметра на швы. Получается 30 сантиметров. И высота, сложенная вдвое, это 28 сантиметров плюс 1 сантиметр. Это у нас верх сумки, который будет подгибаться. Теперь вот так мы складываем подкладку и прошиваем слева и справа. Далее берем нашу подкладку, прикладываем ее швами друг к другу, складываем вот так напополам. И получается теперь у нас хорошо выделены углы. Примерно по ширине донышка мы прошиваем уголки с двух сторон. И теперь только осталось отогнуть верхний край и прошиваем верх подкладки. И вот такая подкладка у нас получилась для сумки. Теперь вкладываем подкладку в сумочку и подкалываем ее иголочками внутри. Пришиваем подкладку к сумке вручную. Берем нитки такого же цвета, как пряжа. И пришиваем подкладку к сумке вручную потайными стежками. И вот так я пришила подкладку в сумку. Но это еще не все. Нам нужно пришить боковые полукольца. Прикладываем полукольца сбоку сумки примерно чуть-чуть пониже, на 3 ряда ниже от утяжки. Вот так прикладываем и пришиваем вручную через сумку и через подкладку.
Я пришила полукольца по бокам сумки. И также я пришила донышко подкладки к донышку сумки с 4 сторон. 4 уголка. 1, 2, 3 и 4. Для того, чтобы, когда вы будете вынимать предметы из сумочки, у вас подкладка не вытаскивалась вместе с этими предметами. И нам осталось только прикрепить ремешок к полукольцам на сумке. Итак, наша сумочка-торба полностью готова. Вот такая красивая сумка с узором косички у меня получилась. Сумка не очень плотная. Она держит форму только в наполненном виде. Если сумка пустая, то она мягкая. Но при этом за счет своего объемного узора и в зависимости от того, какую пряжу вы будете использовать, у вас может быть немножко другая плотность сумки, может быть более твердая, чем у меня. У меня пряжа попалась мягкая. Я очень довольна результатом, мне нравится узор, фактура и размеры сумочки. И также мне нравится, какой получился плотный ремешок. Я желаю вам приятного вязания, делитесь вашими работами в инстаграме. До новых встреч!